Ребята, привет-привет! С вами снова Фокс. И тема расклада «Первые ласточки весны». Давайте, ветер перемен, первые ласточки весны. Давайте, что нам принесет весна, да, ранняя весна. Может быть, март, начало апреля. 3 варианта. И знаете, под каждый камушек я положу информацию о вас на сейчас, как вы, глазами матушки Вселенной, да, либо просто информация о вас, о вашей энергии, о вашем внутреннем мире на сейчас, на сейчас. Первый вариант – зеленый камень. Второй вариант – красный камень. Третий вариант – синий камень. Пожалуйста, выбирайте, определяйтесь. Ну что, девочки, взлетаем. Первые ласточки весны. Ветер перемен. Единички. Еще раз здравствуйте. Тема расклада «Первые ласточки весны». Три ласточки у нас. 3 ласточки. Давайте дополним. Дополним их. И примерно давайте сферу. Ну, хорошо. Ну что, немножечко о вас? Как вы, милые единички? Ой-то, боже мой, привет, 15-й. Девчонки, 2 старших аркана, 14-й и 15-й, да, у нас аркан умеренности. И дьявол, наш любимый 15-й аркан. Девчоночки, слушайте, я так скажу, вы в тонусе, вот знаете, вы плещете энергии. Я больше по-другому сказать не могу. Вы знаете, очень много жизненной силы, королева жезлов, да. Вы знаете, вы готовы ко всему. Здесь такая информация идет. Я в ресурсе, я целостна, я в гармонии, и я готова ко всему. Я готова делать некий прорыв. Причем вот ко всему, я говорю, люблю вот этот 15-й в этой колоде. Видите, здесь как бы маска, да, тут добрая личико, здесь зло. Я готова ко всему. И здесь у девушки все-таки белая лилия, да, белая лилия. Тут дьявол, но с белой лилией. Тут, я не знаю, плохо вам, может быть, видно. Поближе поднесу. Замечательно. Вы знаете, вот эта позиция мне очень нравится. Во-первых, позиция тут. Вы королева жезлов, говорю, у вас тут арбалет в руках, да, но вы в гармонии, вы в мире, вы в уверенности. Но есть какой-то момент, что в случае чего я готова ко всему. А к чему конкретней-то? Девочки, здесь у нас мужчина. Мужчина и верховная жрица. А что там? Девочки, вы знаете, есть какой-то такой интересный момент. Готовы ко всему в отношении мужчины. Сейчас попробую объяснить. Здесь, да, я сильна, я карта силы. Девочки, здесь есть какой-то момент противостояния с мужчиной. Кто он для вас? Кто он для вас? Луна. Королева Пентаклей и башня. Девчонки, здесь взаимоотношения с вашим партнером, я не знаю, вместе вы или не вместе, потому что идет аркан Луны, может, это кармическая история, кармическая связка. И вы знаете, вы готовы к развязке этих событий. Здесь говорится, я готова к развязке любых событий. И я закрываю книгу прошлого с тобой, то есть с мужчиной. Я закрываю книгу прошлого с этим мужчиной.
Девочки, я готова идти только вперед по колесничему. Девчонки, если на вас смотреть, да, Матушка Вселенная сверху смотрит опять. 21 аркан, карта мира, карта новой жизни, да. Вы готовы к новой жизни. То есть здесь больше идет, я закрываю кармическую историю, да, я закрываю эту луну, взаимоотношения, кармическую любовь и тому подобное. Слушайте, вы действительно намерены. И как будто, вы знаете, здесь вот проходит, я тебя поджидаю, чтобы поставить точку окончательно, закрыть эту историю, да, закрыть, оставить тебя в прошлом и двигаться к своему великолепному будущему. Ладно, это вы на сейчас, вы уже в тонусе. Если честно, энергии вас хватает на все, на все. Но самое главное, что вы готовы закрыть прошлые взаимоотношения. Для вас это, видимо, важно, да? Может, они вас мучили. Первые ласточки весны. Девочки, сразу карта Солнца. Сразу карта Солнца. Смотрите, карма, ты, гармония. Не знаю, вам видно? Так даже поднесу. Надеюсь, что да, вот здесь маленьким шрифтом. Карма, ты и гармония. Туз жезлов и пустая карта. Девчонки, на самом деле супер. Что я могу сказать? Весна вас 100% порадует тем, что вы нашли себя, вы открыли какое-то солнце в себе, да, нашли гармонию в себе, туз жезлов, вы знаете, новые начинания, новые проекты, и все, неважно, чем вы будете заниматься, у вас на все да. Потому что, вот смотрите, даже первые карты шли, умеренность и дьявол, да, вы готовы ко всему. Хоть направо идти, хоть налево идти, да, хоть, не знаю, на крыльях летать, хоть на метле. Мне, говорит, пофигу, я готова ко всему, потому что у меня есть силы. У меня есть силы внутренние, меня ничего не сокрушит, не удивит, ну, то есть удивит-то пусть в приятном, да, ничего не обескуражит, вот, наверное, правильное слово. Я уверена в себе, я целостна, я гармонична. Чем обрадует? Да любым. Во-первых, просто солнышком, да. Открытие какой-то силы внутри себя. Туз жезлов. Любое новое начинание у вас будет иметь положительный результат. Девочки, чистый лист. Все начнете с чистого листа всю жизнь. Потому что здесь произошло обновление вас. Вот обновление вас. Вы новая, вы внутренне новая. Девочки, паж жезлов, но здесь такой паж жезлов, видите, как ведьма с черными кошечками. Да, я готова ко всему, я знаю свою силу, я знаю свою мощь, я готова писать свою историю жизни сама, да, вот как-то так идет. То есть я готова начинать все с чистого листа, я новая, и я хочу все по-новому. На многое да. Понимаете? Да, на новую жизнь, на чистый лист, да. Абсолютно. Прошлое закрыто, да, все, закрываете. Вот вы уже ждете, я ставлю точку, тебя не будет. У меня новая, совершенно иная жизнь. Да, карма прошлого отработана, не знаю, все. Я хочу все с чистого листа и с солнышком внутри. Ладно. Как это? Давайте еще немножечко приоткроем. Что же такого будет нового в вашей жизни? Блин, девочки, без комментариев. Все новое. Вы новое, все новое, шут дурак. Новый путь, новая жизнь. И еще один туз жезлов. Я не знаю, что вы тут задумали, да? На все да. Вам на все да. На все. Вот вам чистый лист бумаги. Стройте план. Вот, сели, записали и пошли исполнять, да? Или там, я не знаю, абракадабра исполняйся. Ладно, ласточки. Восьмерка дисков. Здесь переводится карта как осторожности. Девчоночки, все-таки смотрите. Восьмерка дисков, карта влюбленных и четверка мечей. Девчонки, вам нужно сделать... Вот знаете, тут какой-то выбор без выбора. Давайте я вот эту карту приоткрою. С чем нужно быть, с кем, с чем осторожный. Так, с дьяволом, с 15-м. А что он у вас? Что он у вас?
Девочки, только не поддавайтесь на иллюзию пажа кубков, возможно, про какого-то бывшего мужчины, прошлого мужчины. Давайте так скажем, да, предупреждение здесь было, кстати, про мужчину тоже. И вот, возможно, да, смотрите, этот паж кубков несет некие иллюзии вам, да, опять начнет голову морочить. С этим надо быть осторожной, с этим надо покончить. Четверка мечей, перекрыть. Не дать этому, смотрите, опять будет тянуть, возможно, прошлый мужчина вас в королеву кубков, да? Да, вот и четверка мечей. Если, вот, и обесценивание, да, опять, вы уже знаете, вы это уже прошли, видимо. Вот, девчоночки, если вы поставите точку, а здесь был разговор об этом мужчине, да, лесом, полем, нафиг шлем. Только не поддавайтесь на уловки, не верьте вы его сладким речам, не поддавайтесь на иллюзии, мороки, если кому-то актуально, да, мороки. Только подумали, что опять сердечко болит, что-то, возможно, я влюбляюсь. Хопа, звоночек, волшебный звоночек, да. Что-то, блин, колдун гребаный, опять на меня наводишь. Да, девочки, если еще и по магии, быстренько бумеранг, потому что только почувствовали какие-то сопли-страдальческие позывы, да, в себе по поводу несчастной любви, еще что-то, мужчины, быстренько очухиваемся, да, идем делать чистку с бумерангом. Да, быстренько чистку, молитвы, бумеранг. Сердце, вот тут было сердце у нас, да, бережем, разбивать не даем. Здесь есть такой момент, здесь есть это опасение, да, осторожность, тут просто предупреждение, будьте осторожны. Не попадитесь на старые грабли, вас прям Матушка Вселенная просит. Вам дорожка вверх, не попадитесь на старые грабли. Очищайтесь от этой привязки, от этой закольцовки. Она вам нафиг, вот тем более вы сейчас защиту, да, защита должна быть, понимаете, даже защита эмоциональная, не все магия, да, что ритуалистика, от него защита эмоциональная. Ты меня не трогаешь, я с тобой поставила точку, все, чао, бомбина, да, мачо, до свидос. Все, ладно, еще первые ласточки перемен, пятерка дисков, беспокойство по прошлому. Девочки, беспокойство, опять вот этот мастер игры, этот манипулятор идет. Вот, девчонки, все супер. Знаете, здесь все об одном еще было видно здесь. Вы полны сил и намерения начинать жизнь с чистого листа без него. Сделайте это. Этой весной, это возможно уже в марте месяце. Возникнет ситуация, когда этот чудо-мачо, да, колдун гребаный, будет опять вам лапшу на уши вешать. Не верим. Будьте, вот, прошлое, все вы проходили, говорю, все об одном. Вас просто Матушка Вселенная просит, не попадись на старые грабли. Ты полна сил и готова закрыть эту книгу, да? Отпустить, отправить, вон с порога. Целая жизнь, полное приключений прекрасных. Ты наполнена, ты в ресурсе. Вот сейчас, говорю, ты в ресурсе. Не дай бог этот колдун гребаный опять придет в твою жизнь. Не пускай его, что? И говорю, предупреждение, только сопли страдальчества начались, девочки, сразу за сигнал, что-то не то. Опять вашу силу будет воровать. Я еще, ну, кто со мной на канале, знаем, да, не все это ритуалистика, приходит вампирюги, он, скорее всего, и такой, видите, манипулятор, стратег. На ваш ресурс попрется, давайте прямо спросим, на ваш ресурс попрется? Ну, опять смотрите, с иллюзиями, с перспективой, что ты можешь с какой-то стабильностью, да? Но это все по семерке кубков, это все иллюзия, перспективы предлагать. Девочки, туз жезлов, принцесса жезлов и умеренность. Скажи, мне без тебя хорошо. Без тебя, вот смотри, я сияю, я прекрасна без тебя. У меня розовые щечки, у меня солнышко внутри горит без тебя. Как только, вот задумайтесь, как только ты приходишь в мою жизнь, да, у меня сразу поникшие глаза, что-то начинается. Вот это должно быть сигналом тому, что какой-то звездец он за собой несет. Так что прогоняйте с порога, вот этот ваш дьявол 15-й должен, знаете, как сработать. Я готова ко всему. Если надо покусать и жезлом огреть тоже, я тебя готова.
Я берегу свою умеренность. Умеренность я свою берегу. Покой. Комфорт и гармония для меня очень важны. Мое солнышко, вот оно, которое светит внутри, а не которое ты тушишь, да, закрываешь, перекрываешь, воруешь. Ну вот так, вот такие ласточки. А ребята, кто первый раз, подписывайтесь. Пусть это будет вашим спасибо за мои труды. Огромное вам спасибо за помощь, поддержку канала, за ваши лайки, донаты, подписки, комментарии. Спасибо тем, кто рекомендует мои видео. Все это очень-очень помогает в развитии канала. Ребят, спасибо, что со мной. Жду снова. Пока, милые единички. Двоечки, привет-привет. Тема расклада. Первые ласточки весны. Да, ветер перемен. Давайте ласточек выложим. Что за ласточки к вам спешат? Какие ласточки к вам спешат? О чем вам будут петь ласточки? Ну что, девочки, немножечко о вас. Как вы? Как я? Как я, говорит? Сильна, умна, красива, да, хищник, сыта, довольна. Всеми врагами я тут справилась, всех я тут положила, да, видите, вы тут такая хищница. Хищница с луной на голове. Танцуете. На самом деле, девчоночки, вы в сильной тоже позиции, да, мощной. Достаточно пятерка жезлов. И знаете, есть конфликтные ситуации в вашей жизни, но вы так легко с ними справляетесь, да. Клыки заточены под мясо, хочется сказать, касаемо ваших врагов. Касаемо ваших врагов. Многих одолели, многих победили. Да, вот, смотрите, вот, многих одолели, многих победили. Но есть кое-что. Что такое осуждающего? Блин, девчонки, здесь момент, смотрите, родовая карта, да, ой, род, десятка кубков и императрица. Что-то род вас немножечко, либо проблемы с близкими у вас, с семьей, с родней, либо с родом, да. А что он так на вас? Что он так на вас? Девочки, говорят, живешь для себя много, а что это, разве плохо? Разве это плохо? Живет для себя, замуж не хочет, да? Что-то такое идет. А что, вам надо замуж в императрицу, именно замуж? Ну, как бы, знаете, здесь такой выбор ваш, да? Я выбираю себя, а не замужество, либо не партнерство. В этом есть некий конфликт, противоречие. Либо с родными, либо вообще с родовой системой. Вот. Ну, у вас выбор четко себя. Мне пофигу, говорит, я хочу жить для себя. Я хочу быть для себя, любить себя. Я натерпелась, я насиделась в подземелье, да, прося чьей-то помощи. Я заточила клыки, когти, вырвалась из этого, всех врагов положила. И что вы от меня хотите? Вот такое вот у вас по энергии. Что вы от меня хотите? Я тут держу весь мир на своих хрупких плечах, а вы мне говорите замуж?
Нет, девочки, вы говорите, у меня обнуление. Я вот, ну, может быть, сейчас, да, вот такая позиция. Я хочу пожить для себя, отстаньте. И не надо меня хватать, не надо резать мои крылья. Все, баста. Хорошо ли вы живете для себя? Девочки, наверное, лучше, потому что, смотрите, может быть, это родовая программа. Все по кругу, да, тянет эта луна вниз, и вы полностью не желаете как бы ей следовать, да. У вас башня, я разрушаю это все. Разрушаю. Я натерпелась, вот вы говорите, я натерпелась, спасая мужчин, да, либо что, вы слишком сильная, девчонки, да, я натерпелась пятерки пентаклей, вот этой паутины, какой замуж? Прям реально идет такая, я для себя, для любимой, нечего меня учить жизни, все, я в королеву жезлов. Вообще-то вы не совсем отказываетесь от королевы кубков, но как бы на данный момент, да, я в королеву жезлов. Любовь к себе. Ой, девчонки, ведь оправдана любовь, я так скажу, да, оправдана любовь. Знаете, вот пока мне мужчина не докажет, что я хочу быть с ним, что он меня достоин, нечего мне тут и сказки, да, про белого принца рассказывать. Я современная женщина и тому подобное. Слушайте, у вас прямо грубая позиция, ну, прекрасно на самом деле. Да. Вот смотрите, если придет с настоящей любовью, я рассмотрю, а тянуть меня, тут как-то такой, да, будет шанс, я воспользуюсь. Ну вот тут все-таки какой-то конфликт существует. И скорее, может быть, тоже люблю я вот это выражение, конфликт с родовой программой, да. Идите нафиг со своим замужеством, если нет достойных, то и нечего, я и одна для себя поживу. Ладно, первые ласточки перемен. Тройка жезлов. Семерка мечей, справедливость. Девчонки, вы здесь, наверное, скорее всего, разрешите какой-то конфликт или судебное разбирательство. Ну, какие-то документы все равно почему-то идет. Энергия каких-то судебных разборок, просто разборок, официальных разборок, с какими-то документами связано. Повешенный, который, вот, видите, ситуация не двигается. Может быть, это официально даже с работой. Ну, вот какие-то такие моменты, понимаете, достаточно материальные и деловые. Ну, с ценными бумагами, что-то такое. Может, с деньгами. Ну, нет, больше не деньги, здесь что-то другое. Сейчас ситуация подвешенная. Смотрите, разрешение ситуации по справедливости, да, будет принято окончательное кардинальное решение, которое сейчас в подвешенном состоянии. И смотрите, вы очень много думаете над этим вопросом, да, по королеве мечей. Вы строите планы, стратегию. Карта иллюзий. Угу, что-то мешает. Ой, девчонки, обнулите, обнулите. Может быть, даже семейные вопросы, да, по десятке пентаклей, может быть, наследство. Обнулите. В общем, эта ситуация разрешится в вашу пользу. Девчоночки, не все в вашу пользу, но, наконец-то, она придет к какому-то завершению. Да, темное время суток уходит. Просто тут сам вопрос, что это все в подвешенном и не движется. И весной эта ситуация будет иметь какое-то завершение. На самом деле это очень даже великолепно. Вам от этого будет легче, потому что оно каким-то грузом вас тянет. Тянет, давит на дно, что-то такое. Ладненько, еще что? Ласточки перемен. Умеренность. Достижение равновесия. Карта звезды. И семерка мечей, и пятерка кубков. Девчонки, есть какая-то неприятность, которая перестанет быть неприятностью. В плане вы просто... Я не скажу, что вот тут, если вы решите, дайте я приоткрою, а с чем это связано все-таки? Девочки, с партнерством. С партнерством, смотрите, карта мира. Есть какой-то мужчина-наблюдатель. Вам на него, наверное, не безразлично, да?
Нет, не без... вообще может быть, смотрите, это может быть муж, либо связаны мечты с замужеством. Ну, кстати, вы там кричали, да, я уж извиняюсь, что грубо. Я никакой замуж не пойду. Я не верю, все, мне ничего не надо. Будет достойный, будет разговор, да, девчонки? Что-то такое, прям энергия шла колоссальная от вас по поводу этого вопроса. Такой вух на замужество, да. Смотрите, и здесь какое-то отпускание партнера, мечта о замужестве. Вообще отпускание некой королевы Пентаклей. Я ухожу от иллюзий. Я ухожу в умеренность, реализацию, к своим мечтам, исполнять свои мечты. Я обнуляю короля земли. Все, его нет, его не существует. Я пошла к своим мечтам, точнее, поехала. Я поехала к своим мечтам, да. В реализацию, что ли? Денежки зарабатывать, проекты строить, да, там что? Ну, пустая карта типа того. Девчонки, ну как минимум, вы знаете, говорите вы, я одинока даже там, где нахожусь. Кстати, может быть и действительно поездкой, смотрите, рыцарь жезлов говорит, девчоночки, вы знаете как, здесь все-таки очень сильно, вот, поездка, либо что будет, и касается очень материального вопроса. Смотрите, на короле Пентакли вы 100% ставите точку. Либо уход от мужчины, либо поездка, либо уход от отношений. Смотрите, ну здесь вы идете в звезду и умеренность, да, вы отпускаете, говорю, какую-то... Здесь, если проблема решается, такая достаточно с бумагами, ну что-то вот больше, уж не знаю, что у вас за вопрос, ему подходит. А здесь вы скорее отпускаете. Ну и нафиг, ну и легко. Было важно, стало безразлично. Вам от этого легче. Вообще может быть либо уход, либо вообще поездка, либо расставание. Либо вы этому ежику, да, волшебный пендель, чтобы хорошо летел. Тоже у нас ежик птица гордая, да, вот такая у вас. Вы ему так волшебный пендель, да, для скорости. Вы отпускаете, легкость здесь идет, легкость. Я свободна, я легка. Я свободна, я легка, я буду заниматься собой. Что еще? Семерка дисков, я так скажу, сильный вклад во что-то, восьмерка пентаклей, в работу и солнышко. Девчонки, здесь говорится о, во-первых, вашей реализации, либо вашей работе. Вы очень большие усилия прикладываете, ну, в сфере своей деятельности, да, может быть, на работе. И результат будет, но, блин, и потрудиться придется, так скажем. Какой-то, знаете, много поработать, вот идет, много поработать. Будут трудности, честно, если у вас работа связана с партнерством, есть какие-то помехи в партнерстве, да, где вам придется выруливать какие-то ситуации. То есть, вы знаете, рассчитываете на одно, а придется еще побольше усилий приложить, но по итогу увенчается неким успехом, но с дополнительными усилиями. Да, придется действовать, Успех вам просто так не достанется. За него придется как бы, ну, поработать, да, либо вложиться. И тут говорится еще плюс про доп. Усилия. Получится, но тяжеловато. Девчонки, не знаю, что так, семья что-то вам мешает. Может быть, если это ваш муж, то, конечно, он еще создаст помех. Да, темное что-то, десятка тут. Мы просто смотрели, король пентаклевый. Он, конечно, может быть, он будет создавать некие трудности. Ну вот оно, опять я уж помешала и вытаскиваю. Ну вы это закроете. Опять дублируется карта. У вас хватит сил, но на это нужно будет силы прикладывать. Прям силы. Но получится. Победителем выйдете. И ваша королева мечей много порешает. Тут собственные силы. Вот такой у нас второй вариант. Ребят, кто первый раз... Подписывайтесь. Пусть это будет вашим спасибо за мои труды.
Огромное вам спасибо за помощь, поддержку канала, за лайки, донаты, подписки, комментарии. Спасибо тем, кто рекомендует мои видео. Все это очень-очень помогает в развитии канала. Ребят, спасибо, что со мной. Жду снова. Пока, милые двоечки. Тройки, привет-привет. Первые ласточки весны. Ветер перемен. Давайте посмотрим, какие ласточки к вам торопятся, спешат. Какие перемены ожидают вас весной, ранней весной. Какие к вам ласточки торопятся? Какое счастье вам несут? Вы знаете, а на вас я колоду поменяю. Потому что так тянет. Потому что так тянет. Первые ласточки весны. Ну что, немножечко о вас. Как вы? Как вы, троечки? Девочки, вам на самом деле сложно, но силы есть, но сложно. Угу. Мне тяжело, но я не сломлен. Есть такой момент, вам тяжело, но вы не сломлены, да, вы еще прям стоите, гордо, врагу не сдается наш гордый варяг, это в плане того неприятностей. Какие-то есть у вас много неприятностей, да, но вы прям вот, сила духа у вас еще присутствует, вы готовы бороться, преодолевать препятствия за свое счастье. Хотите, есть какие-то проблемы, которые следует решить, да, и прийти к умеренности, потому что сейчас что-то не очень. Не очень, видите, двойка мечей, говорите, я даже немножечко устала все по кругу, да, устала все по кругу, но надо. Здесь идет момент, мне надо, да. Устала бороться. Вот я сильна, вы говорите, вот эта карта даже, я сильна, вон сколько я проблем уже полегло, я порешала, но я устала, тут есть такой момент, я устала бороться, вот еще парочку, да, и будет какое-то высвобождение. Девчонки, вы, если честно, ждете какого-то инсайта, ответа от жизни, обнуления. Девочки, есть момент, потому что, смотрите, одно решили, второе пришло, второе решили, третье идет. На дне колоды туз пентаклей. Вы ждете, честно сказать, какой-то помощи Матушки Вселенной, ответа, инсайта. Потому что вы-то все сильны, но ничего не меняется. Почему ничего не меняется? Почему все как день сурка с проблемами? Вы молодцы. Девочки, ответ вас в внутреннем мире. Десятка жезлов. Видите, весь целый мир в вас. Вы смотрите на мир, а мир смотрит на вас, да, мир точнее в вас. Есть внутренняя проблема, внутренний конфликт. Именно в вас. Вы молодцы, но что-то в себе не видите. И проблема именно в вас кроется. Матушка Вселенная дает это понять. Давайте посмотрим, а что у вас внутри. Ладно, мы это и разберем. Мы это и разберем. Что не так у вас внутри? Что с вашим внутренним миром? Что? Луна. Не видите чего-то. Повешенный. На самом деле есть проблема внутренняя, которую вы в себе не видите. То есть, решая проблемы внешние, они так и будут проходить. Надо решить проблему внутри вас. Эмоциональная. Девочки, эмоциональная. Смотрите, рыцарь кубков, да, и девятка пентаклей.
Вы знаете, вот идет эмоциональное, как объяснить-то? Вы знаете, как узелочек, как скованность. Колесо. Надо перевернуть что-то. Вы знаете, если это щелчок какой-то, да, как выключатель, что-то там внутри выключено. Его надо просто включить, чтобы энергия поступала. Голова мешает. Мешает голова. Кстати, мысли мешают. А что у нас с мыслями? Вечная борьба. Вечно боретесь. Давайте, хорошо. Если, понимаете, здесь не хватает эмоций. Эмоциональности не хватает. А мысли постоянно у вас, знаете, мои... Кстати, хочу расклад сделать. Мои мысли, мои скакуны, наверное, на днях сделаю. Так, записала себе для этого. Как тему, да? Девчоночки, смотрите, у вас нехватка эмоций внутренних. И еще очень сильно мешают вам ваша голова, ваши мысли. Постоянно, понимаете, вы уже привыкли к врагам, к борьбе, вы уже ожидаете их заранее, да? Так насторожены. Девчоночки, вам нужно поработать с эмоциональной своей стороной, с королевой кубков. Знаете, есть практики. Давайте я все-таки и они работают. Медитации на любовь, медитации на легкость, медитации на отпускание проблем. И с менталом, со своей головой еще попробуйте, ну, честно, да, вдруг поможет. Медитации на любовь. Открыться миру, потому что эмоционально вы закрыты для мира. Вот. Вы готовы к борьбе, вы классный, крутой воин, но эмоциональности нет, открытости. Я не знаю, сейчас придет весна, да? Девчонки, я когда вижу журчащие ручейки, да, на дороге, вот это солнышко, птички поют. Иногда останавливаюсь и стараюсь не думать, и вдыхаю весну, вдыхаю воздух. И понимаете, такой момент, я люблю мир, мир любит, вот чтобы ощутить тепло весны, мира, я постараюсь, это практика, да, впустить в себя эту весну. Почувствовать, что ну и что в мире там, это люди, мы с мыслями воюем, да, с людьми воюем, с неприятностями, а мир, он открыт и любит нас, да. Конечно, вот я вам говорю, мне такое чувство, вам тяжело, если у вас сердце закрыто, да, но попробуйте, я не знаю, вдруг получится, у вас эти практики могут сработать. Девчонки, слишком, знаете, я не осуждаю вас, у вас зацикленность на материалке, на осуществление мечты, но вот знаете, это все круто, это все супер, но попробуйте поработать со своей эмоциональной частью, со своей луной, ощутить, почувствовать. На самом деле практики могут помочь. Полюбите этот мир. Иногда остановитесь, полюбите себя. Пробуйте поплакать, попробуйте поплакать от счастья даже. Вы, может быть, и себе плакать запрещаете, либо давно не плакали. Это говорит о замкнутом, вот внутренне. Вам надо хотя бы раскачать эту энергию. Постарайтесь это сделать. Поработайте с эмоциями, поработайте. Даже слезы радости, счастья. Вспомните, от чего зажалась, да. Может, обида какая сковывает. И выплачьте эту обиду. Вспомните, поплачьте, простите. Прощение этой эмоции. Поплачьте и простите, отпустите. Раскачайте. Главное, начать качать вот эту энергию в себе. И пусть это, возможно, почему она зажата, будет больно и неприятно. Но по итогу, вот, она начнет функционировать. И тогда вот это очень важно для того, чтобы вы шли и двигались дальше. Понимаете, вот если говорить, вот энергия движется, да, на каком-то уровне, вот где эмоции, да, там, блок, я не знаю, узел перевязали, ее вот как-то надо развязать этот узел, или напротив, пережали, да, и вот надо, чтобы оно заработало, зациркулировало, забилось, засорилось, как угодно называйте. Раскачайте эту эмоцию, пусть даже через чуть-чуть больно, через слезы, прощение. Вы должны эмоции впустить, они у вас зажаты. Что будет?
Вот смотрите, я заплачу. Я загрущу, заплачу, я себе этого не позволяю. Но это необходимо. Это необходимо. И вот тут на дне отпустить. Может быть, поплакать и отпустить. На самом деле здесь, понимаете, вы как будто спрятали в себя, да, но оно ведь будет в вас сидеть и не пускать дальше. Вот почему подсвечивают. Если вы это сделаете, что будет дальше? Тройка кубков, понимаете, и будет некий ответ и помощь Матушки Вселенной. Может быть, вот через сердечную чакру, через сердечную эмоцию, да, ну, я не знаю, как назвать, Матушка Вселенная как раз укажет путь, потому что она не говорит иногда языком логическим, да, мы ее чувствуем. Начинайте чувствовать, чувствовать интуицию, открывайте сердце. Выходите, видите, вы как просите, а вам говорят, сердечную чакру открой. Откройся, открой. Пусть больно, давай раскачаем. День-два поплачешь. Тебе это как терапия будет. И тогда ты все возьмешь в свои руки, ты освободишься. Вот этот вот узел, может, он и привязка идет, да, вниз тебя тянет. Это тебе прям совет. Ладно, первые ласточки. 4 жезлов, завершение. 10 пентаклей, 10 мечей. Завершение семейной проблемы, в которой вы сейчас находитесь, девчонки. А серьезно, здесь есть проблема семейного характера. Девочки, у вас новые отношения с мужчиной. Может, для этого говорят, блин, давай-ка что-нибудь раскачаем эмоции для того, чтобы ты уже влюбилась, либо подпустила мужчину для любви. Подпустила, тогда и так и идет. Для того, что, смотри, рыцарь жезлов, умеренность, паж кубков, и эта трансформация, 2 кубков. Тебя отношения заждались, милая троечка. Милая тройка, тебя ждет кавалер. Твой мужчина уже на пороге готов, а ты его пускать не хочешь. Да, ты видишь, закрыто. Закрыто, и вот говорю эмоциями. Это очень важно для того, чтобы встретить партнера. Не подорожника, не абьюзивные отношения. Важно. Девочки, идет, он рядом, рядом. Рыцарь кубков рядом, победителем. Тебя тут отношения ждут, завершение какой-то, понимаешь, истории семейной, домашней вообще. Либо, знаете как, начало новой, то есть завершение старой печали, грусти, тоски. Но тут 100% идет мужчина для отношений, для любви. Я не зря, наверное, тут тебе про сердечную чакру все рассказываю. Это надо. Это твой шанс, это колесо фортуны. Это мужчина для любви. Вообще может все получиться, до ЗАГСа дойдете. И это новые отношения. Вот еще просто карта подхватилась. Это новые отношения. Либо отношения заново. Тебе нужно раскрыть вот эти эмоции. У тебя, понимаешь, вот пусто, холодно. Я говорю, даже через негатив. Ну, погрусти, поплачь, дай волю эмоциям. Выплакай эту обиду. И либо что там у тебя. Тебя там ждут. Понимаешь, вот такая энергия, вот он на пороге. На пороге, а к тебе пройти не может. Принцесса жезлов. Страсть и магнетизм. Девчонки, слушайте, серьезно, будет крутой роман. Туз жезлов. И смотрите, 20-й аркан. Аркан, видите, выхода из темного подвала, я назову так. Тут ангел тянет тебе руки к свету. Выход из подземелья. Слушай, 100% страстные отношения, любовь, встречи, жаркие объятия. Все это тебя ожидает. Ну да, все это тебя ожидает. Партнерство. Партнерство. И счастье. И счастье, смотри, 9 кубков. Будешь радоваться, да, будешь влюблена, будешь кайфовать, ходить на свидание, да, принимать комплименты. В общем, расслабишься. Слушай, супер, такая энергия крутая, да. Девчонки, ведь все может дойти до
ЗАГСа. Говорю, до ЗАГСа. Тут вполне возможно. Вполне. Я даже доставать ничего не хочу больше. Что еще? Королева мечей. Ум и властность. Карта солнца и паж жезлов. С чем связана королева мечей? Связь души и духа. Девочки, кстати, я говорила, над менталом тоже говорю, мысли не разрешают вспоминать о прошлом, о боли. Мысли перекрывают. Тихо, соберись, не плачь, мы забудем, да, и вот так вот внутрь. Знаете, мир и отшельник. Смотрите, опять я вижу отшельника с черной дырой, ну, такими темными мыслями в голове, да, вот что-то идет. Девочки, кстати, тоже и ум. Ум у вас очень, знаете, вот это борьба, сопротивление, вечная драка, вечное ожидание врагов. Хорош. Девочки, вы, знаете, еще можете в своей голове не подпускать тоже, как и в сердце рассказать. Начните сердце, по крайней мере, поможет. Рыцарь кубков вас ожидает. Но вы, королева мечевая, да, не то ли не верите в любовь, то ли не подпускаете. Вечно ищете сами какой-то подвох. С этим надо поработать. Да, подавленность. Тяжело вам с этим. Но надо, кстати, совет был раскачать именно эмоцию. Да, и тогда... Слушайте, мужчина-то все равно, вот поработайте над собой, здесь есть какой-то момент, мужчина вас раскачает, ну, поможет. Тут все равно идут свидания, любовь. Принцесса кубков, смотрите. Чувственность. Он вам поможет раскрыть чувственность, раскачать вас. Это 100%, да? То есть... Пустите эмоции в свою жизнь, пустите счастье и любовь. Двойка кубков, девочки, все это вас... Вот придет любовь, придут отношения, придет радость, придет вот это ощущение, да, которого нету. И это великолепно. Вот такой у нас третий вариант. Здесь девочки закрытые, но... придет любовь в их жизнь, да, по крайней мере, знаете, уж может и не навсегда, может и навсегда там было, да, может все дойти. Важно, что вы снова будете чувствовать весну, праздник, влюбленность, счастье. Все то, от чего ваше сердце сейчас закрыто и чего вы не пускаете в свою жизнь. Пусть так и будет. Будьте женщинами, любимыми, счастливыми. Вот такой... у нас чудесный третий вариант. Ребят, кто первый раз, подписывайтесь. Пусть это будет вашим спасибо за мои труды. Огромное вам спасибо за помощь, поддержку канала, за лайки, донаты, подписки, комментарии. Спасибо тем, кто рекомендует мои видео. Все это очень-очень помогает в развитии канала. Ребята, спасибо, что со мной. С вами была Фокс. Жду вас снова. Пока-пока.